В музыке существует такой термин, как недооцененная группа, и таких, надо признаться, немало. Но иногда случается и наоборот. Супертрамп как раз можно отнести ко вторым, поскольку группа, на мой взгляд, является одной из самых переоцененных в океане прогрессивного рока. Однако в свое время пластинка группы Breakfast in America наделала немало шума, став одним из самых продаваемых альбомов 1979 года. Менеджер коллектива Дэйв Марджерсон даже говорил, что успех этого альбома спас финансовое положение лейбла A&M. При этом у нас творчество Супертрамп никогда особой популярностью не пользовалось. Коллектив образовался в далеком 1969 году под именем Daddy, Папа. Чуть позже переименовался Супертрамп, Супер Бродяга, и дожил под этим названием до наших дней. Группа была образована и фактически держалась на двух лидерах – Рике Дэвисе и Роджере Ходжсоне, продолжая характерную для Великобритании традицию тандемов двух лидеров в одном коллективе, писавших музыку и тексты. Это и Леннон Маккартни, и Пейдж Плант, и Джаггер Ричардс, и многие другие. Интересно, что на начальном этапе существования группы ее финансово поддерживал некий голландский миллионер Стэнли Огюст Мизегас. Рик Дэвис, вдохновленный этим дивным для рок-музыки явлением, дал объявление в Melody Maker, и вскоре коллектив был укомплектован неплохими музыкантами. Кстати, название Супертрамп взято из книги английского поэта и романиста Уильяма Генри Дэвиса «Автобиография супербродяги». Дебютный альбом Супертрамп под одноименным названием вышел летом 1970 года. Это был настоящий прогрессивный рок, мелодичный, отлично сыгранный и аранжированный, выдержанный в классическом прогрессивном ключе с использованием различных музыкальных инструментов, которыми виртуозно владели участники коллектива. Альбом стал настоящим подарком любителям британского прогрессива. Тем не менее, как это нередко бывает в шоу-бизнесе, последние его не оценили, а многие критики не заметили. Музыканты же, в свою очередь, не обратили внимания на столь пренебрежительное отношение к своему творчеству и продолжили работать. Позже начались некоторые изменения в составе и запись очередной работы. Второй альбом, вышедший в 1971 году, запомнился лишь скандальным конвертом пластинки. Это был уже чистый рок с еле уловимыми элементами прогрессива. Тем не менее, воспринят он был еще хуже, чем первый. Разочаровался в своих протеже и Мизегас, что привело группу к потере спонсора. Естественно, такое событие не могло не повлиять. Начались крупные изменения в составе, и к середине 1972 года Супертрамп остались только Дэвис и Ходжсон. Пригласив для работы новых музыкантов, группа записала альбом, который считается переломным в истории коллектива. С этого момента к музыкантам медленно стала подкрадываться слава. Альбом занял первое место в хит-парадах Британии и Канады, но это уже был далеко не прогрессивный рок. Видимо, именно поэтому он и достиг таких высот. В 1975 году группа выпускает следующую пластинку, которая в музыкальном плане являлась продолжением предшественника. Несмотря на это и теплый прием критиков, работе не удается повторить успех предыдущего альбома. Свою следующую пластинку британцы поехали уже записывать в Штаты. Пластинка вышла в 1977 году и отметила первые попытки перейти в сторону более мейнстримового поп-звучания. Ход сработал, и пластинка возвращает группу на верхние строчки хит-парадов.
Стабильная популярность резко пошла вверх после выхода уже упомянутого альбома Breakfast in America. Записывали и сводили его долго, почти год. До тех пор, пока лейбл строго-настрого не приказал сдать альбом к 22 февраля 1979 года. Собственно, в ночь перед этим сроком сведения и закончили. По воспоминаниям звукорежиссера, запись альбома происходила без особых ссор, но Ходжсон вспоминал, что Дэвис не очень был доволен его материалом. Дело в том, что хотя на пластинке все песни подписывались Дэвис-Ходжсон, творили композиторы отдельно. У них был разный подход к созданию песен, и даже голоса были разные. У Ходжсона высокий и пронзительный, а у Дэвиса хрипловатый и низкий. Одним из камней раздора стала, собственно, композиция «Завтрак в Америке». Ходжсон написал ее еще в ранней юности, и текст представлял собой ироничный взгляд на мечты молодого британца об Америке. Альбом на этот раз пытались сделать менее концептуальным и навороченным, поэтому старенькая песенка Ходжсона вполне в него вписывалась. Тем не менее, Дэвису не нравилась ее легкомысленность, и он несколько раз просил коллегу переписать текст. Тот искренне старался, но новая лирика плохо приживалась, и он оставил все как есть. Еще больше раздражало Дэвиса, что песня должна была дать название всему альбому. Он хотел что-то более солидное и активно продвигал название своей композиции «Прощай, незнакомец». В итоге руководство все-таки решило, что «Завтрак в Америке» звучит более смешно и привлекательно. К тому же это название давало большой простор фантазии при оформлении обложки. Она таки действительно вышла замечательной. На ней был представлен как бы вид на Нью-Йорк из окна самолета, при этом город напоминал сюрреалистичную композицию, где роль статуи свободы играла зрелая официантка, держащая вместо факела стакан апельсинового сока, а здания предстали в образах коробок, кружек, пепельниц и бутылок. Самым большим хитом альбома, да и группы вообще, стала еще одна композиция Ходжсона под названием «Логичная песня», которую Британская академия композиторов назвала лучшей песней года как в музыкальном, так и в поэтическом плане. Надо сказать, что в песнях Ходжсона слова действительно были прочно связаны с музыкой, как фонетически, так и ритмически. Музыкант говорил, что обычно сочиняет так, наигрывает риф на рояле и напевает всякую тарабарщину, пока не почувствует, что какое-то слово или фраза идеально ложатся на музыку. Сам же текст был резкой критикой системы образования. Ходжсон затрагивал эту тему и раньше, а именно в песне 1974 года «Школа». Однако там все сводилось к протесту против школьных рамок и давления на личность. Текст этой же песни был намного глубже. В нем пелось о том, что школа учит человека, как быть презентабельным овощем, но ничего не дает его сердцу. А холодная рассудочность и расчетливость убивает все живое и творческое. Кроме того, Ходжсон намекал, что тема песни как бы и некая полемика с Дэвисом, точнее с его излишне рассудочным подходом к творчеству. Что до самого альбома, то он разлетелся по миру тиражом более 20 миллионов копий, а в 80-м году охватил 2 Грэмми за лучшую обложку и лучшую звукорежиссуру. В 2002 году очень успешный кавер на эту песню сделает группа «Скутер». Звучать он, конечно, будет по-идиотски, но что еще ожидать от этих дискотечных крикунов? На фоне этого успеха группа в 80-м году выпускает свой первый концертный альбом. Золотой период творчества группы был продолжен выпуском альбома Famous Last Words в 1982 году. Ходжсон хотел вновь выдать поп-ориентированный альбом, в то время как Дэвис мечтал вернуться к прогрессивному звучанию. В итоге обоим пришлось пойти на определенные компромиссы. Пластинка была встречена благоприятными отзывами и вновь забралась на вершины мировых чартов, хотя продажи альбома и уступали продажам Breakfast in America. После выпуска этого альбома группу покинул Ходжсон.
Скорее всего, дело было в творческих разногласиях, но сам музыкант ссылался на проблемы семейного характера. Впрочем, это не мешало музыканту начать сольную карьеру. Его хитом стала песня «Had a Dream». В 1987 году вышел в свет сольный альбом «Hi Hi», а через 10 лет еще один. Кроме того, Роджер подарил миру студийный альбом «Open the Door». На мой взгляд, последний наиболее выдающееся его творение. А коллектив не стал искать никого на замену, и следующий релиз записывался квартетом. Как и хотел Дэвис, группа отошла от поп-звучания, и на новой работе были слышны блюзовые мотивы. Критиков работа порадовала, а вот массовый слушатель, наоборот, скупал пластинку гораздо хуже двух предыдущих релизов, несмотря на то, что альбом содержит 16-минутный одноименный трек, соло на гитаре в котором исполнил сам Дэвид Гилмор. На следующей работе звучание группы было обильно сдобрено синтезаторами. Этот ход не смог вернуть расположение слушателей, и работа провалилась в чартах. Примечательно, что во время тура в поддержку альбома музыканты практически исключили из своего репертуара песни за авторством Ходжсона. В начале 90-х Дэвис и Ходжсон ненадолго воссоединились, но дело закончилось лишь записью нескольких демок. Во второй половине 90-х Дэвис значительно перетряс состав Supertramp и в 97-м выпустил новый альбом, который пользовался неплохим успехом в континентальной Европе. История Supertramp, начиная с середины 70-х годов, это сплошное соревнование альбомов, кто занял какое место и в каком хит-параде. Естественно, при таком раскладе прогрессивная составляющая коллектива была практически сведена к нулю. Но несмотря ни на что, группа существует до сих пор, выступает с концертами и записывает альбомы. Однако последняя студийная работа ансамбля была выпущена в 2002 году. После этого вновь было предпринято несколько попыток воссоединиться с Ходжсоном, которые так и остались бесплодными. Рик Дэвис остается единственным музыкантом, кому можно смело дать титул супер-бродяги, ведь вся его жизнь от начала и, скорее всего, до конца была и будет связана с группой Supertramp.